При создании платформы речевой аналитики мы преследовали две основные цели. Прежде всего, сделать более эффективной работу любого специалиста и, конечно, дать руководителю возможность удобного сравнения по своим сотрудникам. И в том и в другом случае вам не придется читать распознанные тексты. Давайте посмотрим, как платформа работает применительно для компании, которая занимается торговлей продуктами питания. Начать лучше с набора структуры организации. Здесь мы добавим отдел. Как вы видите, платформа сразу учитывает вложенность. Это позволяет вам учитывать территориальные признаки, работу с другими городами или работу по другим направлениям. Откроем нужный нам отдел. Здесь у нас уже внесено 5 сотрудников. Также легко можно добавить сотрудника. После внесения фамилии и имени вы можете сделать этого сотрудника пользователем. В данном случае раздел «Почта» становится обязательным для заполнения, и сам e-mail используется как логин для входа в платформу. Перейдем в статистику. Статистика для удобства использования может отображаться круговыми диаграммами или столбиками. Вы можете проанализировать ее в количестве произнесенных слов или же в проценте на один диалог. Она может быть выполнена как по сотруднику, так и по клиенту. По всем клиентам, которые разговаривали с этим сотрудником. Свою работу руководитель начинает с раздела «Рейтинг». Как вы видите, в данном случае он разбит от 28 до 34 пунктов по эффективности сотрудников. И давайте поймем, что такое рейтинг и как он формируется. Как вы, наверное, уже догадались, перед вами наборы слов, которые отображают некую последовательность в общении сотрудника с клиентами. И явно видно, что такие наборы, как приветствие и доброжелательность, упоминаются явно чаще, чем наборы продуктовые. Характерно, что сотрудники прощаются реже, чем приветствуют. Для того, чтобы понять, что скрывается за наборами слов и как формируется рейтинг, нужно пройти в раздел «Наборы». Количество наборов, как и количество слов в каждом из наборов не ограничено. Вы имеете возможность добавить любое нужное вам слово. Оно появляется у вас в данном наборе слов. Также легко при нажатии правой кнопки его можно сдвинуть вверх или вниз для удобства анализа, либо же удалить. Все то же самое можно сделать применительно к наборам. Сдвигаем влево-вправо, загружаем из Excel, если предварительно ваши скрипты разобраны на наборы слов, и вносите эти наборы сюда. Раздел редактирования является наиболее интересным. Здесь вы можете указать вес набора или количество упоминаний. Количество упоминаний нам нужно при прохождении скрипта, я на этом остановлюсь позднее. А вес набора отражает общую сумму, равную 100. Как вы видите, суммарный вес наборов равен 100. Смысл этого в том, что те наборы, которые для вас наиболее важны, имеют более высокий вес в сравнении с теми наборами, которые сотрудники по умолчанию произносят и так. Давайте еще раз посмотрим это в статистике. Например, набор приветствия. Видно, что он произносится достаточно часто. Вы имеете возможность присвоить ему вес единица в сравнении с нужными вам наборами, где веса могут быть 10, 15 и так далее. Таким образом, сумма весов по наборам отражает рейтинг сотрудника. Выше в рейтинге будут находиться те сотрудники, которые чаще произносят наиболее значимые для вас наборы слов, которым вы присвоили соответствующий максимальный вес. Давайте пройдем в нужный вам раздел. Здесь видно, что за 8 число сотрудник произносил вот такие слова, вот в таких диалогах. Вы можете провалиться в любой диалог. Платформа показывает найденные слова, которые находятся в тех или иных наборах. По центру
у нас отображается скрипт, и вот как раз для скрипта нам нужно было количество упоминаний слов из набора. Как вы видите, минимум одно слово должно быть в приветствии, сотрудник не произнес ни одного, и действительно, слева есть полнотекст, который отображает, что этот диалог начался с середины, скорее всего, это продолжение какого-то прервавшегося звонка. Внизу были упомянуты, система показывает, что были упомянуты наборы в должном количестве раз при минимальном количестве необходимых упоминаний. С любого слова вы можете послушать этот диалог, нажимая на соответствующую клавишу, выбирая соответствующее слово, система показывает вам, вот, как бежит распознавание по тексту. Если вы понимаете, что сотрудник, общаясь с клиентом в той или иной части, мог бы улучшить свой диалог, вы имеете возможность прямо из этого диалога поставить необходимую задачу. На указанный сотрудником e-mail уйдет соответствующее письмо, куда вы можете дописать необходимые комментарии, и сотрудник пройдет по ссылке, проанализирует, что он сделал в этом диалоге так или не так. Таким образом, система полностью автоматически, формируя рейтинг сотрудников, присылает ежедневно каждому из сотрудников, как и руководителю, текущий статус. То есть любой сотрудник имеет возможность проанализировать свою собственную речь, добавить нужные слова и посмотреть, в чем он может стать лучше, а руководитель имеет возможность проанализировать группы сотрудников, сравнить отделы между собой, сравнить между собой сотрудников в отделах и поставить нужные задачи, которые повышают производительность компании.